Всем привет! Попросили меня как-то восстановить вот такой водяной насос. Владелец пользовался им долгое время, но начал пропускать сальник. Тогда он нашел и купил ремкомплект. Но в итоге, когда разобрал двигатель, увидел, что вала, который здесь должен был быть, фактически нет. Плюс его невозможно было раскрутить с крыльчатки и так далее и тому подобное. Тут оказалось, что двигатель ранее ремонтировался. С его слов, скорее всего, токарем вытачивался вот такой сменный вал. То есть оригинальный был отрезан, там нарезана резьба и вставлен удлинитель. Когда я это увидел, я уже подумал, а почему бы не сделать его из нержавейки? И когда я искал инструкцию на данный двигатель, а он еще итальянский, так и оказалось, что вал этого двигателя из нержавейки. Когда я предпринял попытку оживить этот двигатель, оказалось, что, возможно, никакого токаря-то тут и не было. Потому что резьба нарезана в валу очень криво. Казалось бы, простая манипуляция в итоге отложилась у меня почти на год. Владельцу этот двигатель особо не нужен, у него уже есть другой, он лишь попросил сделать все возможное. Жалко же выбрасывать. В итоге ремонт именно этого двигателя и вылился когда-то в мотив для создания люнета. Но работ с ним было очень много, и все это оттянулось вот фактически почти на год. Но вот сейчас-то у меня люнет уже есть, и я думаю все-таки заняться повторно реабилитацией этого двигателя. Здесь уже вкручен вал от моей предыдущей попытки. Идея какова? Нарезать на нержавеющем валу резьбу, вкрутить его на фиксатор резьбы и потом уже заодно с валом проточить. Так вот, без люнета жесткости подшипника не хватило. Я пытался его ставить прямо на токарный станок. Для проточки, конечно же, этого не хватило. Поэтому нужно полностью демонтировать вал и повторять эту процедуру. Здесь, как можно видеть, куча ржавчины, которую я уже фактически удалил и залил ВДшкой. То есть эти насосы не должны простаивать. Их либо постоянно используют, либо они вот так вот просто сгниют. В прошлый раз, когда я за него брался, я тоже удалял ржавчину до такого же состояния. И вот он просто лежа в гараже заржавел снова. Вот такой сальник здесь был. Вот такой предстоит установить. Здесь есть некий набор шайб. И, как я понимаю, керамических шайб в том числе. Ситуация усугубляется тем, что этот конец вала весь забит, и снять крыльчатку в целом состоянии, я думаю, вряд ли получится. Либо протачивать вал, либо точить прям так. Мне-то нужна будет вот эта часть.
Первая пробная сборка после моей, в кавычках, высокоточной обработки в люнете. Когда нарезал резьбу, вал сильно отгибался, и я все думал, не ушло ли точное его местоположение. Сам вал закреплен на резьбе. Вот предыдущий вал, изготовленный из стали. Это уже нержавейка. Смотрим. Причем это уже второй индикатор. И можно сказать, что результатом я доволен. Первому индикатору я просто не поверил. Действительно, биение составляет где-то 1,5 сотки. Обрабатывалась эта штука по сути не в самом люнете, а за счет подшипника, который стоит на этом же валу. Поэтому жесткость была за счет этого подшипника и резьбового соединения крайне низкой. Обрабатывал исключительно уголком острого отрезного резца. Иначе тут же появлялось дробление. Интересно, что сюда еще и нужно вставить шпонку. Поэтому я зажал в тиски фрезерного станка. Сейчас выйду на ось и буду еще и фрезеровать паз. Ну вот и проковырял такой паз. Сначала сверлил. Не попал по центру. Тут не страшно. И вот предыдущая шпонка сюда просится. Но ставиться будет другая, так как это уже при монтаже предыдущего вала пострадало. Конечно, опыта в ремонте таких штук у меня до текущего момента совершенно не было, поэтому возился довольно долго. Всего эта штука пробывала у меня в ремонте, наверное, месяцев 8. Ну, хозяин уже давно пользуется другой, а эту просил восстановить по мере возможности, как резервную. В итоге она сначала ждала, пока у меня появится люнет, еще кучу всего, пока появится время. Ну, наконец дождалась. Изготовлен другой вал, нержавейка. Хозяин сразу же привез ремкомплект сальников, так что надеюсь, что пропускать ничего не будет. Ну и на валу биение всего 1,5 сотки, поэтому в принципе работает он очень даже. Ну, давайте для демонстрации его включим. Ну вот такой опыт, я думаю, тоже будет полезен. Очень многое доделывал, дорабатывал для того, чтобы произвести вот такую с виду простую работу.